Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой одной орхидеи из мха. Хочу вам напомнить, что я все время оставляю ссылочки на группу ВКонтакт и на Яндекс.Дзен. Переходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться. И если кто-то мне хочет прислать фотографию и задать вопрос, то это можно сделать именно ВКонтакте. Обязательно добавить меня в друзья и задать вопрос. Но только поймите меня правильно, я отвечаю на все вопросы ВКонтакте только когда у меня есть свободное время. Но стараюсь обязательно ответить на все. А сегодня займемся пересадкой стюартианы. Показываю вам сразу 3 орхидеи. Для этих 3 орхидей создан плейлист. Я их заказывала ВКонтакте в группе у Надежды. И эту ссылку на эту именно группу я тоже оставляю под видео, чтобы не задавали вопросы, где я заказывала эти орхидеи. Сразу есть ссылочка. Заказывала я их в ноябре. Даже показывала вам распаковку посылки. И стюартиана пришла не в очень хорошем состоянии. У нее даже листик немножечко подмерз. Ну, понятно, что это ноябрь. Уже холодно во многих регионах. Но посылка была утепленная. Остальные 2 орхидеи пришли практически в идеальном состоянии. И одна из них, бабочка-калейдоскоп, зацвела. И я вам ее показывала. Вот эти все 5 цветов. Эту орхидею пересаживать пока рано, пусть доцветет. Еще одна орхидея Баркинг. Она даже пришла сразу вот с этим маленьким цветоносом. Я его не стала убирать, но и расти он тоже не стал. Обе орхидеи всю зиму наращивали корни. У Баркинга даже вот здесь видны эти корни, все нарощенные. Но он выпустил другой цветонос на данный момент. И вот этот цветоносик, который сейчас растет. Пересаживать его тоже рано. Поэтому эти 2 орхидеи пока оставим в покое. Здесь мне не очень нравится лист, растет изогнутый. Ну, наверняка от применения гормонов и стероидов. Этот лист тоже приходил вот с такими неровностями. Причем, когда орхидея выпускает цветоносы, ну вот эти воздушные корни она не закуклила, а все корни, которые были в горшке, они сейчас не в растущем состоянии. Поэтому оставим их пока в покое, пусть выпускают цветоносы, пусть доцветают, и обязательно потом пересадим. А пересаживать будем стюартиану. Да, она растет медленно, очень медленно, выпускает корни, в горшке есть корни. Но ее следует пересадить, так как она не собирается на данный момент цвести. И ее можно подкармливать удобрениями, то нужно убрать ее из этого мха и пересадить и в другой горшок, и посмотреть, там наросли, не наросли корни. Но от шеи корни, по крайней мере, я вижу, что растут. Давайте вот освободим ее из этого махового стакана и пересадим. Она стоит в горшочке, а так она находится в маховом стакане. Чтобы не делать это на камеру, я сразу убрала вот эти части, мешающие извлечению корней. Видите, корни проросли сквозь вот эту решетку в горшке. И я вырезала кусочки этой решетки. И здесь, и здесь. И постараюсь извлечь эти корни так, чтобы не сломать. Но сейчас как получится. С решетками все сложно. Вот один корень извлекается хорошо. Второй. Сейчас попробую ему каким-то образом помочь. Ну вот тоже. Вот видите, вырезанная решетка. И тогда корни извлекаются без проблем.
Убираем весь этот мох. Это именно тот мох, с которым я и получала эту орхидею. Я с ноября ее не пересаживала, не трогала. Она как была один раз поставлена в этот горшок, так и стояла. Но перед тем, как поставить в этот горшочек двойной, я немного распушила мох. Все, больше ничего не делала. И, соответственно, удобрениями никакими я ее не поливала. Я только поливала чистой водой. Ну вот сейчас мы с вами увидим, что же она нарастила в этом мху. И какие у нее корни, с какими корнями мы будем ее пересаживать. Моховые стаканы тоже двойные. Сейчас я вот здесь уберу еще вот этот мох, который был распушенный. И вот здесь есть второй моховой стакан. Их сначала сажают маленькие-маленькие из фласки в один такой моховой стакан, а потом оборачивают еще большим количеством мха и переставляют сначала в 1,7, а потом в 2,5 дюйма горшочки. Просто обматывают следующим мхом. Поэтому этот будет более спрессованный мох. Да, появляются там и плохие корни, сгнившие. Ну, один пока вижу. Промоем, посмотрим, что там еще. Ну и видим мы с вами растущие корни. Тертяна, видите, корешки тоненькие. Не растит она пока толстые корни. Наверное, для этого ей нужно какое-то более сбалансированное питание. Так, ну что, вот такие корни есть. Вот этот корень начал расти от шеи. С этой стороны пробился маленький корень от шеи. Есть засохшие кончики корешков, которые нужно убрать. И вот покажу вам один интересный корень. Растет он вот отсюда. Был сверху горшка и сверху мха. И высох. Веломен высох. Тяж и основной корень остался внутри. А другая часть корня была в горшке с мхом. И вот он на конце этого корешка наметился маленький рост. То есть даже в таком состоянии корень растет. Поэтому не убираем вот эту сухую часть, просто постараемся опустить ее в горшок. Конечно, веломен не восстановится, но этот корень продолжит расти. А вот такие сухие кончики корней, конечно, нужно обрезать. Не будем до живого дорезать, обрезаем только сухие части. И еще один корень, который находился в торфяном стакане. Так, на камеру, чтобы было видно. Вот этот. Он совсем гнилой. Его убираем весь. Вы знаете, даже не этот корень. Посмотрите внимательно. Вот этот пучочек корней, вот я его держу, это именно те корни, которые росли и были посажены из фласки. И держатся там буквально на ниточке они все. И каждый корень подгнил, почернел сверху. Их можно безболезненно убрать, все отрезать. Вот этот пучочек корней орхидее вряд ли пригодится. Она нарастила достаточное количество корней, причем это основание совершенно сухое. То есть расти они не будут дальше. И теперь я промою весь этот мох под проточной водой, весь его уберу, он мне больше
для этой орхидеи не понадобится. Весь мох от корней я убрала и увидела, что у нее здесь был на основании листик, который высох, и орхидея его сбросила. Вот этот кусочек маленький листика в посадке не нужен, я его убираю пинцетом. А так орхидея чистенькая. Много растущих корней, но не такой большой объем корней. Вот она не нарастила 20 корней, но, по крайней мере, раскуклила то, что у нее есть. И какую я хочу сделать посадку. Я вам недавно рассказывала и показывала, и пересаживала одну из наших экспериментальных уценок, маленькую орхидею, и сделала для нее пробный грунт. То есть я смешала керамзит и цеофлору. Причем кто-то мне написал: у вас цеофлора для луковичных растений. Вот поверьте мне, все равно, какую использовать цеофлору. У нас, к сожалению, нет в продаже цеофлоры для орхидей, но есть для луковичных растений. И очень мне нравится эффект, который на данный момент показывают растения, посаженные с цеофлорой. У меня их немного, всего парочку, но мне понравилось то, что произошло с этой пересаженной орхидейкой. Я оставлю вам ссылочку в правом верхнем углу экрана. Там целый плейлист об этих орхидеях, о наших уценках. И есть за неделю результат. Показывать буду эти орхидеи только на следующей неделе, чтобы этот результат закрепился. И эту орхидею я тоже хочу посадить в такой смешанный грунт. То есть керамзит плюс цеофлора. Горшок Протея двойной 1,6 литра. И на этот горшок я взяла всего 3 столовых ложки цеофлоры и смешала ее с керамзитом. И то, и другое я обязательно промываю под горячей водой. Вот такой смешанный грунт. Но опять же, почему такой смешанный грунт? Орхидея была в мху. Грунт очень влагоемкий. И если сразу пересадить в керамзит, для орхидеи будет это очень сильный стресс. Поэтому придумываем вот такие нюансы, такие посадки, чтобы избежать наибольших стрессов для орхидеи. Ставлю орхидею по центру горшка. Горшок немного большеват для этих корней, но я ее посажу как можно глубже в горшке. Вот как она становится, так и засыплю именно по основанию орхидеи. А потом, когда она будет сбрасывать листики, я буду понемногу досыпать грунт. Вот такая получилась посадочка. Поливать буду, как всегда, замачиванием. Но с учетом того, что не только керамзит должен просыхать, но и цеофлора должна просыхать обязательно. Корней на поверхности посадки не осталось, но корни видны только в одном месте. Здесь еще виден вот этот маленький корень, который мы с вами хотели опустить в горшок. Вот он, вот его тоже видно. И, конечно, с поливом ориентироваться только по корням. Часто очень вопрос, а корней не видно. Но если вы сажаете маленькое растение в большой горшок, сделайте так. Не сажайте его по центру горшка. Немножечко оттяните его к одной стороне, чтобы, если вы не понимаете и не видите этих корней, и не знаете, как поливать, сделайте посадку, чтобы хотя бы вам один корень было видно. Посадку немножко отодвиньте к краю горшка.
Ничего страшного, когда вы научитесь, вы пересадите орхидею по центру, красиво, и когда будет большое количество корней, вам будет понятно, как поливать. А сейчас, сделайте это удобно для себя. И еще был очень такой интересный вопрос. При пересадке, вот листик вот такой. Помним, что он немножечко был подморожен. Но мне кажется, что подморожен, но может быть и нет. Может быть, было какое-то механическое повреждение. Но пришел он вот с таким кусочком немножечко испорченного вялого листика. Вот он и засох. Нужно ли отрывать такой лист? Нет, ни в коем случае не нужно. Орхидея должна засушивать листья сама. Тогда она забирает все питательные вещества для своего восстановления, перераспределяет из этого листа какие-то микроэлементы для роста или корней, или следующих листьев. Вот когда она отсушила лист, когда он сам отпал, тогда можно его убрать и с основания убрать оставшийся кусочек этого сухого листа. Даже видите, он немножечко желтенький, но я его не убираю. Пусть орхидея воспользуется им в нужных для себя целях. Вот такая посадка. Естественно, мы дальше с вами будем наблюдать и за этими орхидеями, и за всеми остальными моими орхидеями. И если вам это интересно, подписывайтесь на канал, переходите, подписывайтесь ВКонтакте и на Яндекс.Дзене, чтобы не потеряться. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!